Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как вы можете привлечь удачу, изобилие, достаток и благополучие при помощи обычного окна. Вы знаете, у наших предков народные приметы, традиции, суеверия имели практическое значение. И вы знаете, они играли в защитную, предупреждающую и рекомендательную роль. И в народе считалось, что именно через окно своего жилища можно увидеть грядущее. И с помощью, конечно же, окна можно отвести беду или наоборот, ненароком привлечь ее в свой дом. Помните о том, что окна на север, согласно поверью, и люди, постоянно находящиеся в комнате, окна, которые выходят на север, будут несчастны. В их жизни нет места радости, светлым событиям и приятным эмоциям. И вы знаете, это не удивительно. Дело в том, что ни один лучик солнца не проникает в жилище через северные окна. И кто живет, где окна выходят на север, могут точно об этом сказать. И в какой-то степени даже в такой-то комнате царит полумрак. И люди, не получая достаточной солнечной энергии, к сожалению, становятся пессимистами, которые не видят просвета. Мы еще всем рекомендуем как можно чаще выходить на улицу, как много чаще смотреть на солнышко, особенно в утром или вечернее время. И, конечно же, в таком случае у людей жизнь их состоит только из мрачных и тусклых полос. Идеальной же комнатой является та, окна, которые выходят именно на восток. И проживающие люди именно там, где окна выходят на восток, всегда с самого утра бодры, радостны и готовы к новым делам и свершениям. Но знаете, если в окне треснуло стекло, его нужно сразу заменить. Не ждите, что когда-нибудь вы это сделаете, потому что с появлением повреждений утрачиваются и отражающие способности этого материала. А вот сама трещина, которая проявилась у нас в стекле, является порталом для негативной энергии, которая стремится попасть в наш дом. И после этого возникают и скандалы, ссоры, ухудшается здоровье и даже психологическое состояние членов семьи. И вы знаете, здесь истоки народной этой приметы заключаются в следующем. Гладкое, целое, ничем не замутненное стекло – это всегда символ благополучия и ровной размеренной жизни. Когда на зеркальной поверхности от ветра появляются рябь, волны, и человек, который смотрит, возникает какое-то, возможно, беспокойство, а умиротворенное состояние души нарушается. И знаете, что малейшие трещины на оконном стекле приводят к определенным негативным ощущениям. И вы знаете, если от порыва ветра неожиданно у вас распахнулось окно, то готовьтесь к известиям. На подходе новое знакомство, и такая народная примета также обещает скорое богатство и успех в делах. И происхождение такой народной приметы связано с тем, что раньше, помните, не было ни радио, ни телевизора, ни интернета, никаких современных благ. И все новости каждый из наших предков получал от соседей, от почтальонов, от знакомых. Потом появились газеты. И принесший весть посетитель часто стучал не в дверь, а именно в окошко. Открывал его, толкая створку. И момент, когда распахивается окно, у наших предков стал ассоциироваться с получением новостей. Кроме того, ветер еще издавна считался и посланцем богов, который приносил вести.
Вы знаете, согласно народной примете, те, кто любит сидеть на подоконнике, ждут определенные неприятности. Это может вылиться и в болезни, в неудачи, в депрессии, в упадок сил. Вы должны понимать, что стены и окна вашего дома – это не просто защита от непогоды, от того, что происходит во внешнем мире. Дело в том, что стены и окна уберегают людей от темных внешних сил, а прозрачное стекло на окнах – это тонкая преграда. Так вот, сидящий на подоконнике человек находится как бы на границе двух миров – домашнего, безопасного и внешнего, в котором бушуют разные, порой негативные энергии. А окно – это подходящий портал для их проникновения в дом. А человек возле стекла – это мостик, который связывает два мира. По другой народной примете, человек, который любит сидеть на подоконнике, останется одиноким. Особенно это относится к незамужним девушкам. И истоки этого верования заключаются в предписаниях и, как следует, вести себя девушкам на выданье. Если односельчане заметили, что девушка засиживается у окна, то за ней закреплялась репутация лентяйки, бездельницы и легкомысленной особы, которая только и делает, что высматривает женихов. Это было неэтично выставлять себя на показ. Кроме того, считалось, что девушку могут сглазить и наложить венец безбрачия. Далее, друзья, поговорим о свете в окне. Вы знаете, в наше время электричество освещает все в нашем доме. И когда окно освещено в ночное время или в позднее время, это сегодня никого не удивляет. Но если вы раньше в старину увидеть ночью в случайном окне свечу или лампаду, то явление было редкое и которое сулило счастье и исполнение желаний. В старину не было уличного освещения, и приходилось нашим предкам добираться в свете луны или в кромешной тьме. Путники, оказавшиеся ночью в незнакомой местности, воспринимали замаячивший вдали свет в оконце как символ надежды, как символ удачи, а иногда и спасения. И вот они могли рассчитывать на приют, на тепло и пищу. Отсюда и пошла народная примета о свете в окне. Поэтому смотреть из окна на похороны – это не очень хорошая примета, потому что считается, что когда человека провожают в последний путь, то где-то рядом витает смерть. И окно в этот момент выступает вот в качестве портала, через который человек может невольно притянуть беду в свой дом вот этим вот взглядом. И даже если хоронят совершенно незнакомого человека, и смотрящий в окно не испытывает видимого сопереживания родственникам, он все равно подсознательно, к сожалению, примеряет ситуацию на себя. И темная энергия смерти проникает в его душу и оказывает разрушающее действие, пусть даже минимальное и незаметное. И вы знаете, в прежние времена в последний путь провожали всей улицей, всей поселком, а позже и всем двором многоквартирного дома. И вот здесь участники были уже объединены общим настроением утраты. Процессия находилась под защитой похоронных ритуалов. Те же, кто остался дома и наблюдал из окна, считалось, что такой защиты не имели. Кроме того, они могли осуждаться односельчанами за уклонение от ритуала погребения. А любой негатив плохо сказывается на здоровье человека, и, возможно, в этом кроются истоки народной приметы. Если вы случайно увидели из окна похоронную процессию, последствий можно избежать, если расставить по всему дому зажженные свечи, а вечером прочитать молитву, упоминая всех членов семьи. И, друзья, вы знаете, с помощью окна вы также можете привлечь финансы. Для этого необходимо взять купюру любого номинала и написать сумму, которая вам необходима в ближайшее время. Далее
Прикрепите эту купюру на юго-восточную сторону окна и проговорите следующие слова. Каждый день будет для меня удачным. Деньги из дома не уйдут, дорогу назад найдут. И эти слова вам нужно обязательно проговаривать во время покупок, чтобы удача не покидала вас вместе с расходами, вместе с теми тратами. Вот теперь вы знаете, насколько, друзья, окно важно в нашей жизни и очень важно и ценили наши предки. Кроме того, обязательно смотрите, чтобы ваши окна, ваши двери всегда были чистыми, потому что помните, что в дневное время очень важную роль играет солнце, а в ночное время луна. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно и полезно. Смотрите, там много полезной, важной и нужной для вас информации.